Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня опять достала свои пакеты с лоскутками. В этот раз у меня не некрасивые, а более яркие такие лоскутики. Но их тоже надо использовать. А у меня их опять много скопилось. Я шью, если честно, в спартанских условиях сегодня. У меня в комнате генеральная уборка плавно переросла в ремонт. Как говорится, хотела лишь помыть посуду, и вот, пожалуйста, ремонт. Я пока что только побелила потолки, для этого пришлось все убирать из комнаты. Сейчас я выставила назад свой стол со швейной машинкой и продолжаю шить. И даже из-за того, что комната пустая, голос такой гулкий на записи получается. Я вам сейчас расскажу, у меня дверь такая, потому что это уже не первая дверь, это, наверное, 4-я дверь. Потому что у меня есть помощники, которые всеми силами стремятся скорее, чтобы я сделала ремонт. Ну и я вот взялась. Я единственное, что сейчас вот скоро буду клеить обои, они уже мне доставлены. И пока у меня появился небольшой тайм-аут, я решила начать новый проект. Для этого я взяла квадратики, у меня будут они размером 20 на 20 сантиметров, и буду делать Crazy Quilt. Ну, во-первых, мне нужно истратить эти лоскутки, привести в порядок, у меня этот хаос в пакетах. А мы разобрали старый шкаф огромный, он, не знаю, полкомнаты занимал, и выкинули его. А после этого мы будем, после того, как поклеим обои, будем заказывать новых 2 шкафа, и мне надо будет распределять все свое хозяйство по этим шкафам. Поэтому решила привести максимально свои лоскутки в порядок. А что может быть лучше, чем сшить из них что-то такое симпатичное? Последним этапом мы планируем покупку 2 дверей и установку, потому что в этой комнате, в которой я работаю, снимаю видео, у меня 2 таких двери, они одинаково выглядят, тоже оббитые жестью. Но пока собака была маленьким щенком, то очень хорошо грызла. Сейчас она уже подросла и ничего не грызет, можно уже спокойно заменить двери. Вы знаете, обычно, я не знаю, это традиционно так сложилось, или правила какие-то есть, что Crazy Quilt начинают с пятиугольника или с какого-то сколько-то угольника из центра, и потом обшивают это все лоскутками. Я решила все делать не по правилам, не так, как обычно. Я шью вот такой вот веер, нашиваю его, и потом вот в уголочке, вот в этом нижнем, буду пришивать криволинейную такую. У меня кусок от какого-то кроя, я не знаю, что это за деталь, как называется. То есть я примерно предполагаю, для чего это там где-то в районе шеи, декольте, но не знаю, как назвать, потому что не швея. Вот. Я пришиваю эту криволинейную деталь и закрываю вот этот уголок своего веера. А дальше сверху буду нашивать полоски так, чтобы закрыть все остальные части моего квадрата основы. Я решила, что буду время от времени шить вот такие квадратики в технике Crazy Quilt. После этого у меня какое-то время уйдет на то, чтобы сделать на них вышивку. Не знаю, буду ли я их бисером-пайетками расшивать. Это зависит от того, какая идея придет мне потом в голову с этими квадратиками. Но пока это все лежит в куче обрезков в пакетах, ничего с этим не сделаешь. А когда уже будут готовые квадратики, тогда уже, возможно, придут идеи, что из этого сделать. Тем более впереди новогодние каникулы. Кстати, пишите в комментариях, чем вы планируете заняться на новогодних каникулах. Я, если честно, собираюсь сделать себе небольшой отпуск. Скорее всего, не буду никакие видео публиковать в январе, но там посмотрим. Может быть, я и передумаю. У меня мысль такая, что я сейчас нашью вот таких квадратиков максимальное количество, сколько у меня хватит терпения. А потом во время новогодних каникул буду просто сидеть спокойненько, какие-нибудь фильмы смотреть и вышивать по этим квадратикам. Может быть, сниму какое-то видео, не знаю еще. Вполне может оказаться, что мой муж придумает какие-то другие совершенно планы, которые не совпадут с моими и понравятся мне даже больше. Там посмотрим. Вообще для Crazy Quilt, для вот этого сумасшедшего лоскутка, конечно, лучше выбирать однотонные ткани, потому что если потом планируется вышивать, то вот эти ткани со всякими рисунками, они немножечко затрудняют. Надо будет там потом уже придумывать, как это дело все обыграть.
но у меня вот какие попадаются тканюшки, такие я и использую. Вот здесь вот смотрите, я уже делаю не веер, потому что широкая часть у меня чередуется с узкой, вот вверх-вниз. Решила немножко по-другому сделать и посмотрим, что получится. Я хочу сделать такие как бы лучи. Но так как мне надо, чтобы это дело все-таки заворачивалось, как и веер, вот, то вот эту центральную часть широкую я сделала такую же широкую сверху, внизу узкую. Ну, во-первых, в этом лоскутке очень симпатичный рисунок, такой цветочек, ну и не хотелось его прятать куда-то. Ну, а во-вторых, мне надо завернуть, чтобы это все-таки получался как бы веер. Поэтому, видите, я вот посмотрела, нет, не хочется закрывать. Вот цветочки эти очень симпатично смотрятся. Поэтому я буду шить так, чтобы цветочки все эти остались. И в результате вот этот припуск, который я срезаю, он простой, вот обычный. Все вот эти мелкие лоскутки, вы сами понимаете, кто шьет, вот занимается лоскутным шитьем, рукоделием, вы сами знаете, что чем больше шьешь, тем больше лоскутков скапливается. Но вот эту мелочевку, которая остается, совсем маленькие обрезочки, мы же с вами тоже знаем, куда девать. И в пиццу можно забросить, тем более вот такие яркие нарядные обрезочки, они ее очень украшают. И чуть-чуть побольше, если какие-то остаются, то вот я показывала уже не один раз крамп-квилт, крошечный лоскуток, тоже можно использовать. У меня вот, ну, я не знаю, только совсем уж, я не знаю, пылинки я выкидываю. Все остальное идет в дело. И знаете, хочу сказать, ну я обычно-то крейзи делала с такими вот не самыми красивыми, такими мрачноватыми, однотонными, неброскими тканями. А вот это вот мне так понравилось, такие яркие ткани между собой как-то сочетать. И просто вот настроение поднимается только от того, что в руках держишь такие красивые лоскуточки. Очень приятно и прямо вдохновляет. И в результате получаются такие квадратики, тоже яркие, нарядные, и тоже радуют. А ведь это все лежало в мешке кучей мусора. И получились в результате такие симпатичные квадратики, которые можно и между собой как-то скомпоновать, или разделитель какой-то между ними сделать. Уже сейчас, даже без вышивки, они смотрятся просто чудесно. И я старалась в каждом сделать что-то такое, чтобы поблескивало, чтобы это было... Ну, потому что новогоднее настроение, декабрь, дело к Новому году, поэтому хочется чего-то яркого, хочется чего-то сказочного, такого, ну, как из детства. И в следующем видео я тоже буду нашивать такие же квадратики, но немножко по-другому. А если вам это видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.